Сегодня у нас состоится презентация Rammstein оперы, и у нас замечательные гости сегодня на нашей сцене. Давайте поприветствуем известный немецкий композитор Торстен Раш сегодня у нас в гостях. Автор оперы «Mein Herz brennt», основу которой составили композиции культовых немецких рокеров Rammstein. Также в рамках нашей встречи присутствуют организаторы данного мероприятия. Давайте поприветствуем Николая Кузнецов, Иван Смагин, также сегодня у нас в гостях, и другие члены организаторской группы. Николай, тогда передаю бразды правления вам. Благодарю. Очень рад видеть вас здесь сегодня. Событие для Петербурга выдающееся, на мой взгляд. Дело в том, что в принципе классической музыки, которая бы своим инструментарием пыталась анализировать музыку современную, рок ли это или джаз, ну как-то маловато. И Торстен Раш, человек, который поработал с очень многими известными музыкантами, сделал авангардный проект Special Boys, например. Они делали музыку к фильму «Броненосец Потемкин». Сделал, на мой взгляд, удивительную вещь. Он умудрился найти прочтение лирики Рамштайна абсолютно уникальное, свойственное, наверное, только как раз классическому композитору, как только классик мог прочитать это. Собственно, сейчас я передам ему микрофон, и он немного расскажет об этом проекте. Прошу вас, Торстен. Добрый вечер. That's all I remember from my Russian. По-русски я помню только «добрый вечер». I'm very pleased and proud to be here. Для меня большая честь и большая радость присутствовать здесь сегодня. This song cycle, I mean, it's called an opera here, but I would rather call it a song cycle of music based on texts by Rammstein. Was one of the first projects I did in my life as a composer. Этот цикл песен, который мы называем оперой на основе текстов группы Rammstein, оказался одним из первых проектов, которые я выполнил как самостоятельный композитор. I was living at that time, it's now 15 years ago, about 15 years ago, I was living at that time in Japan. It was in the late 90s. And I had never heard of Rammstein. They weren't famous then, or not that famous. Это произошло 15 лет назад, я тогда жил в Японии, и на тот момент, это была середина, конец 90-х, я ровно ничего не знала о группе Rammstein, до тех пор, пока они не стали популярными. A friend of mine from East Germany, from Dresden, who happened to have been at school together with Flake, sent me some poems. Один мой друг из Дрездена, Восточной Германии, в одной школе учился вместе с Флаки, клавишником группы, и он прислал мне некоторые стихи, некоторые тексты. He said these are from a band which is just getting very big in Germany, and what do you think of it? And well, since I had never heard the music, I just read those poems, and I was really impressed. Он сказал мне о том, что это группа, которая сейчас в Германии набирает обороты, и спросил, что я думаю об этих стихах. Но поскольку я никогда не слышал музыки, исключительно читал стихи, они мне показались восхитительными, я был просто поражен. Of course, later on I bought the CDs and listened to the music as well. Well, it's not exactly the music I listen to when I'm at home. But in Germany there's a very long tradition of song. There are many poems by Goethe, for example, who have been put to music by Mendelssohn, by Schubert, by Schoenberg even. So there's a very long tradition of song, and I thought,
why not put these poems to music again, treat them as what they are, and perhaps you know that Till Lindemann considers himself to be a poet. He has released books with poetry, and so that seemed to be a very natural choice to put to music poems one likes as a composer. Затем я приобрел CD-диски, послушал их. Конечно, это не та музыка, которую я обычно слушаю, когда я дома, но в Германии существует достаточно длительная традиция написания песен, и даже стихотворения Гёте были положены на музыку, например, Мендельсоном, Шубертом, Шонбергом. И тогда я подумала, почему бы, собственно, не сделать это еще раз, почему бы не написать музыку на стихи, которые я только что прочитал, почему бы не сделать с этими стихами самую естественную на свете вещь. К тому же, как вы наверняка знаете, Тиль Линдеманн считает себя поэтом, он пишет стихи, он издает книги. И для меня было более чем естественным решением написать музыку на его стихи. And I was, from the very start, I was very aware, as Rammstein became more and more famous, that it's a very tricky territory. I'm moving on here because I knew that if one uses these poems, and they have the same title as the song, then probably most of Rammstein fans would expect a band, and behind the band an orchestra playing, just amplifying the song of the band, like it happened before with, or still happening with Metallica. Also they have an orchestra playing along. That was something which did not interest me at all. And that would not have been challenging, and it would just have been the same again, but amplified. So I took a different route, but I was aware that I might offend some Rammstein fans. But basically, if somebody really digests the beauty of these poems, what they can open up, what I may not be the last to have set them to music, then may other people come along and write music to these wonderful poems. So that's why I just proceeded, knowing of the dangers. С самого начала я понимал, что пока группа Rammstein набирает популярность, я вступаю на такую достаточно зыбкую и опасную территорию, потому что если я беру стихи, беру то же самое название песни, что и у группы, очень многие фанаты группы Rammstein могут, ну, скажем так, обидеться, они могут оскорбиться, потому что они-то ожидают, что это будет их любимая песня на фоне, скажем, инструментальной оркестровой музыки, а я делаю что-то совершенно другое. Вам наверняка известны примеры группы Metallica, которая записывает свои композиции с симфоническим оркестром. Я выбрал совершенно другой путь, совершенно противоположный, зная, что могу в некотором смысле задеть чувства фанатов группы Rammstein. Но мне пришла в голову такая мысль, если кто-то может воспринять красоту этих стихов, переработать их, положить на музыку, сделать что-то особенное, то наверняка этот кто-то, в данном случае я, буду не последним человеком, создавшим такую особенную вещь. Поэтому я и продолжил создание этого проекта, в полной мере осознавая, что кому-то из фанатов группы Rammstein это может не понравиться. Yeah, that's about it. Yeah, perhaps there are some questions later, but that's about what I can say now. В общем-то, это все, что я могу рассказать о проекте. Может быть, впоследствии будут какие-то вопросы, но пока это все. Небольшую ремарочку дам, прежде чем мы перейдем к вопросам. Вас, наверное, мучает вопрос, что мы приготовили справа от сцены. Дело в том, что это сюрприз и для вас, и, конечно, для Торстена. Я бы сейчас пригласил сюда человека по имени Денис Назаров. Это шеф-повар ресторана «Солнце», который буквально с полтора часа как выступал на Чифеле Рус, и он подготовил гастрономическое прочтение философии Rammstein. После конференции каждый из вас может подойти и попробовать его произведения, возможно, высказать свои какие-то эмоции на это.
Ну и, в принципе, понять, насколько близко Денису удалось подобраться к этому решению. Вот. А сейчас пока что ребята колдуют над магией, с удовольствием Торстен ответить на ваши вопросы. Да, я без микрофона. За самый интересный даем 2 билета. Благодарю. Наталья Белая, журнал «На Невском». Ну, мой вопрос вряд ли будет интересным и оригинальным, но тем не менее, была ли какая-то реакция со стороны музыкантов Rammstein? Первый вопрос. Если позволите, сразу второй. Рассматриваете ли вы какие-то другие жанры, кроме рок-музыки, чтобы тексты каких-то известных, например, популярных артистов тоже переложить на классический лад? Спасибо. The second question is no. На второй вопрос мой ответ нет. Just because I have never found any other texts by rock bands as intriguing as Till Lindeman's texts. I have, though perhaps you know, I have some very briefly worked together with the Pet Shop Boys on doing a new soundtrack for Battleship Potemkin. But there were no texts. That was just because it was film and it was interesting, but not very satisfactory to my taste. So, no, second question. First question, as I said before, this friend of mine, his name is Sven Helbig, who actually produced our CD of Meinheitsbrand, he went together to school with Flake, and of course, after he had this idea of using their texts and even bits and parts of their music, they had to give their permission to do that. And we had a few meetings, and I guess our common past, we are all from East Germany, made it somewhat easy to just let them give us free hand what to do with it. And we had a few meetings, or we had a few meals together, and I went once to Portugal for one of their concerts, and we met and talked of it, but of course there was no music yet. So then they just let it go, and we could go ahead, and when we were actually recording, they came to the studio, not everybody, not all together at once. There was only Flake and Grospe, and well, I don't remember properly, but it is something, how can I say, I mean, they liked it, yes, but it's a world completely different from their own. So they were just, it asks for a completely different approach, and so they are very open people. I mean, Till, for example, is in his spare time, he's listening mostly to classical music. So, with classical music, I mean Mozart and Beethoven, so he has no experience with contemporary music. But it was a completely new world for them, and that's why I think they are all very open-minded people, so they were absolutely, in a way, amazed what could be done with their music, but it's something which is difficult for them to grasp, because they live in a completely different world. And as, of course, we try to reach out to the Rammstein fans as well, just to say, look, what can be done with these texts, but we try to bridge a gap too to the classical world. Look what comes out of this heavy metal, this rock world. That was somewhat the intention, but they were very positive towards it. Итак, на ваш первый вопрос по поводу того, захочу ли я работать с кем-то еще из поп-исполнителей, чтобы переложить их музыку на симфоническую, чтобы сделать из нее оперу, мой ответ нет. Почему? Потому что я пока не встречала ни одного автора текстов, который бы заинтересовал меня так же, как Тиль Линдерман.
Если коротко, вам наверняка известно, что одно время я сотрудничала с коллективом Pet Shop Boys, в частности, вместе с ними мы записывали саундтрек для немого фильма «Броненосец Потемкин», но там не было текстов, там была только музыка. Для меня это было не совсем, скажем так, удовлетворительно, потому что простор для воображения здесь совсем другой. И как я уже говорила, один мой товарищ учился в одной школе с флаги, и когда возникла эта идея написать оперу на тексты группы Rammstein, разумеется, мне нужно было разрешение со стороны участников группы. Мы с ними несколько раз встретились, поужинали, пообедали, обсудили этот проект, поскольку у нас у всех есть некий общий фундамент, общее прошлое, мы все из Восточной Германии. Для нас было достаточно просто найти общий язык, и затем я съездила на их концерт в Португалию, там посмотрел, как это все работает, мы продолжили работать над проектом, и уже непосредственно на запись некоторые участники группы приехали в студию. Им понравилось то, что они услышали, но здесь стоит иметь в виду, что речь идет о совершенно другой музыке, той, с которой они никогда не работают. К этой музыке нужен совсем иной подход. Но ребята очень свободные, открытые, они, в принципе, не имеют предрассудков. Скажу вам такой секрет, Тиль Линдерман и вовсе слушает у себя дома только классическую музыку, Моцарта, например. То есть он к современной музыкальной культуре относится довольно так прохладно. И, повторюсь, это был для них совершенно новый мир, совершенно что-то удивительное, волшебное и другое, что им предстояло еще осознать. Мы очень хотели показать также фанатам группы Rammstein, что с этой музыкой можно делать еще и такие вещи. И нам было очень интересно в некотором смысле заполнить вот этот пробел, который существует между роком и классической музыкой. Такова была наша задача, мы постарались ее воплотить.